Марк, добрый день. Большое спасибо, что подсоединился для слушателей и зрителей. В гостях у нас Марк Котлярский, председатель писателей, председатель Союза писателей Израиля, вообще замечательный человек. Эм, Это проект «Мой Израиль. 5 минут конкретики». Это часть моего проекта «От Азой», фестиваля еврейской культуры, который я провожу много лет и в разных странах, и на этот раз в Израиле. Конкретно здесь я прошу рассказать собеседника эпизод, в котором он был участником или свидетелем, что-то пережитое лично и что ты считаешь характерным именно для этой страны. Спасибо. Видите, с удовольствием расскажу. Спасибо за приглашение, во-первых. Конечно, так сказать, есть у меня, на самом деле, очень много историй. Я выступаю даже с программой, которая так и называется «Коллекция историй». Но сегодня я хочу рассказать, потому что ты задала очень правильный тон, правильный вопрос. То есть то, что характерно, казалось характерно для этой страны. А я не думаю, что кто-то много об этом тебе рассказывал. Для меня Израиль – это еще и удивительные какие-то мистические истории, мистические совпадения, мистические происшествия, которые с точки зрения нормальной человеческой логики не объяснить. И для меня Израиль вот этим отличается от многих других стран. Это не голословное заявление, я скажу просто о себе. Оно связано со мной и связано с не очень приятной историей, потому что, короче говоря, мне неожиданно выяснилось после похода к врачу, что мне надо делать срочную операцию. Причем, значит, операция очень тяжелая. Тяжелый вопрос стоял реально о жизни и смерти. То есть, как бы, как я потом уже выяснилось, я только достаточно беспечно к этому относился, но потом, когда стал проходить все эти проверки и так далее, понял, что дело-то не очень шуточное. Но я сейчас даже не об этом. Я хочу сказать о некой мистике. И вот моя знакомая одна по союзу писателей, удивительная вообще женщина, Шеева, она мне говорит: слушай, а давай мы поедем в Иерусалим с тобой, ну тебе это ничего, я тебя прошу. Мне вообще было не до этого, я не хотел. Говорит, поедем в Иерусалим. Есть удивительный человек, такой раввин Ицхак Зильбер, Бенцион Зильбер, точнее. Его зовут, русскоговорящий, он к тому же еще раввин, у него своя ешива. Он удивительный человек, интеллигентный, это выходец из Москвы, его отец вообще легенда. Ицхак Зильбер, многие его знают. Вот, это его сын. Ну, просто поговори с ним, не надо ничего, что тебе стоит, от тебя не убудет. Я сказал, хорошо, но мне было уже совершенно... И мы пошли, поехали в Иерусалим, она меня туда завезла, в один из районов, район Рамот, известный в Иерусалиме, религиозный район. И зашла к нему и вышла с ним. Такой действительно выходит такой очень интеллигентный, приятный вид, приятного вида человек. И спрашивает, вот она говорит, вот Марк, он, я говорю, он говорит, что вы хотите? Он говорит, я ему говорю, знаете, мне сказали, что-то мне вдруг, мне сказали, что вы относитесь к праведникам. Он сказал, кто вам это сказал? Я не знаю, я так и считаю, сказал раввин. Ну, я говорю, ну, дело даже не в этом. Вы знаете, вот это Шейба, благодаря, я не знаю. Он говорит, ну скажите, что вас тревожит-то? Я говорю, знаете, мне вот через несколько дней ложиться на очень тяжелую операцию, поэтому я просто пришел с вами поговорить. От меня не убудет, и от вас, наверное, не убудет. Он говорит, знаете что? Я не праведник, и я, говорит, просто обычный раввин, который... Но я хочу вам сказать, посоветовать. Знаете что? Сделайте то в эту субботу, чего вы давно не делали. Задумайтесь, да. И больше ничего не надо. Больше я вам ничего сказать не могу. Вот то, что вы давно ничего не делали. Я подумал, что это может быть такое. И решил, а пойду-ка я в синагогу. Потому что я действительно в синагогу хожу обычно на судный день. Все, больше меня туда особенно не затащишь. Я иду в пятницу в синагогу, обращаюсь к своему другу, тоже писателю прекрасному, кстати, Якову Шехтеру. Вот, и Яша говорит, знаешь что, давай ты приходи еще завтра. Очень хорошо, что ты сегодня пришел. Ну, приходи еще завтра. И, так сказать,
Завтра я прихожу на завтра в субботу, то есть решил, ну, раз я уже начал что-то делать, чего никогда не делал, я в субботу прихожу и вижу, застаю там одного раввина, это главный раввин Халона, с которым я давно очень знаком, и в пятницу его не было. И я еще подумал тогда, я его спрашиваю, я говорю, а где он? Его сегодня нет. Я думаю, ой, черт, жалко. Хорошо бы мне еще с ним поговорить, подумал я в пятницу. И вот ты представляешь, я прихожу в субботу и вижу его. Он достаточно старый человек, ему очень тяжело ходить. Уникальная личность, уникальная. Я был у него дома. Этот человек, во-первых, полиглот. Он знает, по-моему, 5 или 6 языков. У него уникальная библиотека, где-то порядка 10 тысяч томов. Он меня водил по этой библиотеке, рассказывал, показывал. И, в общем, так сказать, произвел на меня просто колоссальное впечатление своими знаниями, своим умом каким-то, такой совершенно ясный человек. И тут я его вижу в субботу. Я, я говорю, Яш, могу я к нему подойти? Он говорит, ну, конечно, пока не началась молитва. Я подхожу, так сказать, к нему и говорю: "Здравствуйте, вы меня помните?" Он: "Конечно, помню", хотя год прошел. Он говорит: "Вы были у меня на праздник Песах". Как раз, кстати, апропо, мы же накануне праздника Песах. Говорит: "Вы были у меня, я помню вас, конечно. А что случилось?" Я говорю: "Вот такое мне во вторник, то есть это через несколько дней. Ложиться на операцию, тяжелую операцию". Он говорит: "Не волнуйтесь, все будет нормально. Идите". И кроме того, что, значит, меня потом вызвали на биму специально, на молитву, так сказать, которая большая честь для людей, которых вызывают это, так сказать, да, и мне Яша сказал, видишь, вот тебе еще одно в копилку. Не волнуйся, все будет нормально, все будет. И вот ты знаешь, я вспоминаю вот этот случай, да, вот даже сейчас вспоминаю, у меня мурашки по коже, потому что действительно мною овладело какое-то удивительное спокойствие. Я не знаю, совпадение это, мистика, случайность, но все то время, что я находился в больнице, внутренне я был спокоен до невозможности. Я сам себе поражался. Хотя операция была очень тяжелая. Она длилась порядка, по-моему, 6 или 7 часов. Очень тяжелый был поствосстановительный период. Но все это время меня не отпускало ощущение, что меня что-то держит, меня что-то спасает, потому что я, так сказать, вдруг со мной случилось вот это мистическое совпадение, начиная с того, что я поехал в Иерусалим, я подошел к этому раввину, мог бы и не поехать, я мог сказать, ладно, Бог, что это, подумаешь, что он мне такого может сказать, а он мне ничего такого не сказал, он сказал просто, сделайте только то, что вы давно, что вы давно не делали. И то же самое тот раввин, главный раввин Халона, который сказал, все будет у тебя спокойно, нормально, иди. И действительно, у меня после операции все вдруг начало как бы идти. Врачи просто удивлялись. Они говорят, у вас заживление идет быстрее, чем обычно после такой операции. И я уже там на третий день, я уже шутил, я уже спрашивал, когда ко мне приходил обход, я спрашивал врачей, ну, они обычно, знаешь, приходят, там, какие у вас проблемы, там, что я спрашиваю, какие у вас проблемы, может быть, на что-то жалуетесь, я говорю, естественно, это вызывало у них улыбку. Но это действительно так, вот это спокойствие как внутреннее, для меня самого такое ощущение, что я смотрел на себя со стороны, как будто это не я вообще. И это давало мне какие-то силы, то есть я сам от себя даже не ожидал, я думал, что это я буду переносить это гораздо тяжелее. И после операции, спустя вот уже прошло 2 года, вид, это до сих пор держит меня на поверхности. Я до сих пор полон энергии, полон замыслов. И вот я думаю, что во многом благодаря вот этому мистическому эпизоду, о котором я тебе рассказал, над ним можно смеяться, потешаться, я не знаю что. Но для меня это вещь удивительная. Я вообще скептик по природе. Как журналист, как бы, который обязан быть скептиком. Но это выбило мой скептицизм окончательно, и я понял, что действительно что-то в этой земле есть такое, что дано опять-таки не каждому. Но ты можешь это получить, если ты к этой земле нормально относишься. Как сказал известный сатирик, живущий до сих пор в Израиле, Александр Каневский, которому, кстати, недавно 90 с чем-то лет исполнилось. Израиль, говорит, как зеркало, какую рожу скорчишь, такую получишь в ответ.
Вот поэтому вот такой эпизод, вот такой рассказ, несколько сумбурный, но действительно, просто я, вот когда ты мне тогда еще сказала, вот надо бы что-то рассказать, я мог бы много и в смешных эпизодах и так далее, но мне почему-то хотелось до твоих слушателей довести вот эту мистическую сторону нашего существования в Израиле. Потрясающий рассказ. И я тоже буду думать об этом, потому что и очень мне созвучно. Я тоже скептик, я понимаю, что такие вещи могут происходить. И да, у меня есть подобные собственные впечатления, и я думаю, что у многих людей есть подобное вот из этой серии и именно об Израиле, именно об этой земле. Марк, потрясающе, большое спасибо. И Хаг Самеах с наступающим праздником Песах. Мира, счастья, свободы нам всем. Очень правильно Спасибо понял. тебе. Спасибо, Ицек. Спасибо.